Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я рад вас всех приветствовать в Национальном центре России и на нашей секции, посвященной высоким технологиям в географии от школы до практики и современных исследований. Позвольте представиться. Меня зовут Николай Куричев. Я декан факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов форума за такую честь и возможность быть сегодня модератором нашей сегодняшней сессии. У нас сегодня основополагающая такая тема о том, как технологическая революция трансформирует современную географическую науку, географическую практику и, соответственно, школьную географию. И сегодня у нас в гостях люди, которые позволят нам с разных сторон посмотреть на то, как за последние годы изменилась наша любимая профессия благодаря технологическим изменениям. Я представлю их и прошу коллег выходить по порядку не важности, а по порядку выступлений, поскольку все наши спикеры для нас в абсолютно равной степени важны и интересны. В первую очередь Сергей Баринов, заведующий лабораторией современной школьной географии и краеведения нашего факультета. Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле, Московский физико-технический институт, а также старший научный сотрудник Института океанологии и доцент нашего факультета. Елена Натарова, директор по маркетингу компании «Терратех». Сергей Кутузов, руководитель проекта «Геошкола», методист, учитель географии. И Анна Астахова, учитель географии, школа поколения, город Волгоград. Спасибо. Тогда мы начинаем. И первым я обращусь к Сергею Баринову. У нас два Сергея сегодня в панели. И у Сергея такая сложная задача – начинать такую комплексную, сложную сессию. И, собственно, я хочу поставить для его выступления такой вопрос. Мы говорим в первую очередь, конечно, здесь о школе, об учителях, о студентах, может быть, о будущих учителях. Но понятно, что школьная география не существует в изоляции. Она существует во взаимосвязи со всем нашим профессиональным сообществом, и с практикой, и с исследованиями. И для того, чтобы школа действительно правильно ориентировала школьников, чтобы она могла их мотивировать к тому, чтобы они изучали географию, к тому, чтобы они сдавали ЕГЭ, школьная география должна быть связана с теми изменениями, которые у нас происходят в профессии. А эти изменения, в свою очередь, связаны в первую очередь с технологическими трансформациями, потому что действительно мы живем в эпоху беспрецедентных, поскольку
скорости изменений. И в этом смысле, Сергей, как вот с точки зрения вашего богатого разнопланового опыта видится вот эта взаимосвязь от технологии через практику и науку в школе? Николай, спасибо огромное. Добрый день, уважаемые коллеги. Присоединяюсь к словам благодарности, которые Николай озвучил организаторам форума. Для нас очень важна возможность поговорить о современных технологиях в географии. Важна возможность поговорить об этом с учителями. У нас лаборатория, которую я возглавляю, для нее работа с учителями является одной из ключевых задач. У нас вся лаборатория преподающая в школе. И связь, о которой вы спрашиваете, она на самом деле прямая. Отлично. Технологии работают, поскольку мои ровесники, коллеги постарше помнят прекрасно, что нас готовили в университете в ситуации дефицита данных. Вот, и мы, собственно, своих детей, естественно, по некоторой инерции, да, которая у нас у всех существует, присутствует, мы готовим примерно к той картинке, на которой учили нас. Да, когда данных не хватает, их собирать сложно, дорого, и окружающее нас пространство, оно, с одной стороны, казалось бы, открыто, эпоха великих географических открытий закончена, а с другой стороны, как Валдис Пельш сегодня на пленаре говорил, да, никогда не закончится, потому что глубина познания этого пространства меняется. Так вот, наши возможности по открытию этого пространства, они радикальным образом изменились в последние десятилетия. И это, с одной стороны, огромная возможность для исследователей, географов, мы это видим. Я чуть позже скажу, какие результаты из этого получаются, значит, у коллег на факультете и в науке. Вот. А с другой стороны, это очень серьезный вызов для нас, для преподающих людей. Вот здесь в табличке приведены цифры о том, как изменилась, собственно, глубина и качество данных, которыми мы располагаем, мы, в смысле, научное сообщество, человечество в целом, да, всего за полвека. Количество спутников, которые снимают удаленно земную поверхность, частота их съемки и качество этой съемки, да, разрешение. То, чем мы располагаем сегодня, это ежечасная съемка с детальностью до 30 сантиметров, да, это то, что даже когда я еще учился в университете, это казалось немыслимым. Нас готовили по гарминовским GPS-приборам, коллеги наверняка помнят прекрасно, которые работали с точностью до 30 метров, и то, так сказать, в городских условиях, а в лесу там как бы куда-нибудь примерно тебя в квадрат закинет, и на том спасибо. Вот, эта ситуация изменилась радикальным образом, и, конечно, это напрямую влияет на наши возможности удивить детей на уроке, да, сделать то, что американцы хуком называют, потому что удивить ребят GPS-прибором сегодня сложновато, мягко говоря, да, потому что у каждого вот такой точности GPS-приемник находится в телефоне. Собственно, данные мобильных операторов – это еще одна часть революции данных, которая у нас случилась, благодаря чему географические исследования сегодня выглядят совсем не так, как они выглядели несколько десятилетий назад, потому что я заканчивал направление общественной географии, так же, как Николай Константинович, и нас учили работать с данными государственной и муниципальной статистики. Ее всегда не хватает, ее сложно добывать, она дорогая. На сегодняшний день передний край общественно-географических исследований, он делается на данных первичных, которые получаются от каждого конкретного пользователя, вот с той точностью, да, до 30 сантиметров. Наш с вами мобильный оператор и наше с вами банковское приложение знает в каждую секунду времени, где мы находимся и на что мы там тратим деньги. Поэтому они про нас с вами знают больше, чем наши ближайшие родственники. Потому что жене я еще могу соврать, где я был весь вечер и чем я там занимался, а банковскому оператору, и приложению и мобильному оператору не могу. Он про меня это знает точно. Вот. И, собственно, такие данные, да, вот эти карты Подмосковья, это то, что делают коллеги на факультете по очень детальной информации. Да, это влияет буквально на все сферы организации жизни, потому что это аналитика, которая продается органам управления, корпорациям. Они покупают эти данные, они продают аналитику на ее основе. На факультете работает центр геоданных целый, да, который, собственно, этим занимается. И это то, что нам было недоступно буквально пару десятилетий назад, на сегодняшний день является таким базовым уровнем, так сказать, гигиеническим минимумом современной общественной географии. Как следствие, радикальным образом изменился сам характер географических исследований и образ жизни географа.
Да, там, когда я заканчивал университет, я точно совершенно понимал, что когда я встречался со своими первыми учениками, тем из них, кто интересовался географией, я их честно должен был на старте предупредить, что, ребят, если вы войдете в эту воду, то она выглядит вот так. Палатки, экспедиции, полевая жизнь. А на сегодняшний день мы честно говорим нашим абитуриентам, мы общаемся, за год через нас проходит около 2000 человек, конечно, далеко не все из них к нам поступают. Вот. Мы говорим, что, ребят, да не обязательно. Да, осталась эта ниша полевых исследований, соответственно, где люди вот так руками собирают данные, но не вся география выглядит так на сегодняшний день. Да? Очень большая ее часть – это вполне себе офисный сбор данных дистанционного зондирования Земли или мобильных операторов банковских приложений, загрузка этих данных в геоинформационные системы и работа в них. Каждая крупная корпорация на сегодняшний день имеет свою геоинформационную систему. Здесь с нами коллеги из реального сектора. Они эту тему разовьют подробнее, чем я, и не буду залезать на их поляну. Каждый орган управления образованием, каждое федеральное министерство имеет свою ГИС. И географы, наши выпускники, работают там и вполне себе, так сказать, в офисной ситуации. Поэтому полевая романтика осталась, но она не является базовым требованием более, да, к любому географу. И для нас это огромная возможность, с одной стороны, да, потому что мы можем не отпугивать этой полевой романтикой наших учеников. Не всем она по нутру. А с другой стороны, это риск потери идентичности. И это тоже, в общем, меняет, конечно, ситуацию в классе. Очень мощный вызов – это введение искусственного интеллекта. Вот, поскольку здесь с нами Михаил, я тоже не буду глубоко залезать в эту тему, вот, но оговорюсь здесь, что больше половины уже наших выпускников на сегодняшний день, они, хотя мы говорим абитуриентам, да, о том, что вот наших студентов учат работать со спутниковыми снимками и обрабатывать пространственные данные, но на самом деле мы учим их уже программировать искусственный интеллект, который обрабатывает спутниковые снимки и пространственные данные. Да, то есть это посредник, который вошел во все составляющие географической практики, географических исследований. И для нас с вами в классе это очень серьезный вызов, потому что искусственные генеративные нейросети позволяют нашим ученикам легко фальсифицировать их самостоятельную работу. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы будем пытаться это игнорировать, в смысле игнорировать нейросети, да, и бороться с ними, это ни к чему не приведет, потому что в реальной взрослой географии, в географических исследованиях, географической практике они являются помощниками на всех этапах получения данных, обработки данных, производства аналитического продукта, написания текста, подготовки презентации. Да. Все этапы происходят вместе с искусственным интеллектом вплоть до проектов по разработке профильного географического искусственного интеллекта, о чем было на слайде. Результаты использования всех этих технологических возможностей выглядят для меня, честно, эмоционально шокирующе, да, потому что вот это один из примеров, здесь будет пара буквально из многочисленных исследований, которые делают коллеги на факультете. Вот один из примеров, да, это откартирована вся страна, баланс углеродных единиц в ее лесах, то есть, грубо говоря, какой запас переработки углекислого газа, да, какой запас мощностей в российских лесах остался. Вот все леса всей страны таким образом проанализированы с точностью до квадратиков 500 на 500 метров. Это то, что 10-15 лет назад казалось абсолютно невозможным. Да, на сегодняшний день вот это наша реальность. Эти работы, которыми занимаются коллеги, да, они выполняются по заказам крупных корпораций, органов управления. Пример, который делал Центр природно-климатического прогнозирования, буквально в прошлом году открытый на факультете, для Сахалина, составление климатического риск-профиля территории, где вот все эти технологические новшества с моделированием, использованием искусственного интеллекта, большими данными, все они применяются. И это серьезная, важная работа, которая тоже становится некоторым гигиеническим минимумом исследователя-географа, потому что органы управления хотят понимать точно, с какими рисками они столкнутся природно-климатическими, потому что мы географы за природу отвечаем, да, и сколько им будет стоить ликвидация этих рисков. Повторюсь, это лишь пара примеров из многочисленного огромного спектра работ, которые делают коллеги. Я завершу такой лирической вставкой. У Михаила Александровича Булгакова
Да, есть вот такое красивое описание глобуса Воланда, который позволял дьяволу углубляться с максимальной точностью в любую точку Земли в любой момент времени. Валдис Пельш сегодня очень хорошо сказал, что эпоха великих географических открытий в России никогда не закончится. Мне кажется, это не потому, что мы еще не все открыли, мы знаем нашу территорию. Это потому, что мы сегодня находимся с вами в начале такого ренессанса золотого века географии, когда мы не просто можем открывать новую территорию, это уже сделали к середине 20 века полностью, когда мы можем получать модель этой территории, этого пространства, сколь угодно детальную, обновляемую в режиме реального времени. И можем нашим учащимся показывать, что вот прямо сейчас происходит около их дома, да, тоже в режиме реального времени прямо на уроке. Это огромные возможности, они непростые для освоения, поэтому мы с коллегами включились, да, в подготовку учителей, для нас это очень важно, потому что мы уверены, мы убеждены, что этот ренессанс, он открывает огромные возможности перед нашей сферой, но для того, чтобы эти возможности были реализованы, количество наших с вами учащихся, сдающих по географии, должно, очевидно, кратно вырасти. Иначе просто не будет людей, которые смогут этими возможностями воспользоваться. Без географов в ближайшие десятилетия будет никуда. Спасибо. Да, Сергей, спасибо большое. Коллеги, я прям буду настаивать, чтобы все спикеры укладывались в регламент 10-минутный. Но все-таки один вопрос я позволю себе Сергею задать. Вот на каждом дне открытых дверей нас абитуриенты, их родители спрашивают, задают самый актуальный для них вопрос. Кем я буду работать? Где я буду зарабатывать? Сколько я буду зарабатывать? На самом деле, мне кажется, этот вопрос поставлен не совсем правильно, потому что от того момента, когда человек в 10 или 11 классе задает этот вопрос, до того момента, когда он реально выйдет на рынок труда, уже действительно на полную ставку, да, а не как-то там в ограниченной степени, как это на старших курсах обычно происходит, проходит несколько лет. И, наверное, и думать человек должен не только о том, что не о своей первой зарплате после выпуска, а о том, какие-то перспективы ему создаст в течение нескольких лет его профессиональной работы. И вот в этом плане, учитывая все сказанное, какие компетенции наиболее востребованы будут через, может быть, 5-10 лет? На чем мы должны сосредоточить свои усилия, начиная с мотивации старшеклассников и уже продолжая, собственно, высшим образованием? Спасибо большое. Да, я согласен с базовым тезисом. У меня на первом курсе был лектор, которая говорила: сначала найдите то, чем вам интересно заниматься, потом того, кто будет вам за это платить. К счастью, у географов сегодня нет реальной проблемы найти того, кто будет за это платить. У нас практически тотально весь 4-й курс работает. При этом мы видим, да, что работодатели от географов ожидают действительно некоторый набор специфических компетенций. Во-первых, это специфические жесткие навыки, это работа в профильном софте, в геоинформационных системах и в программных пакетах, которые позволяют в них работать. QGIS, ArcGIS и далее по списку. Естественно, программирование, в первую очередь Python. Поэтому мы здесь очень тесно смыкаемся с преподавателями информатики и с IT-сферой в целом. И это очень хороший момент для агитации наших с вами учащихся, да, потому что то, что человек идет в географию, сегодня открывает ему коридор в IT, который в моде у наших родителей и наших школьников. Все бредят, чтобы дети были айтишниками, так же, как 10 лет назад бредили, чтобы все экономистами были. Да? Вот. И это важно. Да? И среди гибких навыков две вещи, которые очень ждут работодатели от географов. Первое – это аналитические способности, и здесь наша с вами поляна – это связи типа причинно-следствия, на которых построен, в принципе, школьный курс географии, если мы не увлекаемся фактологией и изучением номенклатуры, которая никому из работодателей, увы, не нужна, вот, то связи типа причинно-следствия, по каким причинам на этой территории происходит вот это явление, да, они очень востребованы. Вторая вещь, которая очень востребована, но здесь на уроках нам немножко сложнее, хотя разнообразие форм преподавания, групповых, дискуссионных и так далее позволяет ее развить, это способность говорить на языках разных сфер. Географы — единственные люди, которые к диплому сохраняют способность понять и технарей, и айтишников, и, естественно, научных ребят, и гуманитариев. Все остальные к концу вуза разговаривают только на языке своей сферы. А поскольку большинство прикладных рабочих проектов на сегодняшний день междисциплинарны, то руководителю команды
нужно быть способным говорить на языке разных сфер. И поэтому, собственно, географов ценят как тимлидов. То есть руководителей проектных разработок, руководителей групп на сегодняшний день. Вот эти три вещи, специфические наши программные приложения, причинно-следственные связи, аналитика и способность понять и природу, и технические дисциплины, и социум, они являются для работодателей ключевыми. Да, спасибо большое. А мы переходим к следующему нашему спикеру, к Михаилу. И фокус его выступления – это именно искусственный интеллект в географии. Михаил, я вот вопрос так поставлю. Искусственный интеллект – это технология широкого применения, которая, естественно, сейчас внедряется во всех сферах жизни, и география тут не исключение. Но, наверное, есть какая-то специфика именно искусственного интеллекта в науках о Земле, в географии, и ваша научная деятельность в первую очередь на это упор делает. Вот расскажите нам об этом. Чем мы здесь отличаемся от других коллег, которые тоже внедряют вот эти вот инструменты? Да, я попытаюсь объяснить вот в течение всего своего повествования, чем же искусственный интеллект такой особенный, который мы применяем в географии, или на самом деле я буду чуть-чуть более широко об этом говорить, грани искусственного интеллекта в науках о Земле. Не только география, соответственно, и про геологию я здесь не буду погружаться, я буду скорее говорить про, это, наверное, называется физическая география, океанология, физика атмосферы, климатология и все вот эти вот грани наук о Земле, которые относятся к описанию нашей с вами планеты. Здесь действительно нужно упомянуть, что вот это вот все направление развития специфических приложений и специфического рода применения искусственного интеллекта именно в таких, вот в этой вот сфере, в науках о Земле, оно в конечном итоге привело меня там к организации своей лаборатории, к чтению нескольких курсов разных университетов, включая вот Высшую школу экономики, которые посвящены именно этому, получается, не настолько узкому предмету применения искусственного интеллекта на науках о Земле. Он узкий. Ну, давайте начнем сначала с того, почему вообще нам нужен искусственный интеллект в науках о Земле. Вот здесь вот, вслед за предыдущим оратором, я повторюсь, что сейчас науки о Земле, географические науки и науки о Земле в целом, они характерны совершенно бешеным темпом набора модельных данных и исходных данных, то есть данных наблюдений. Вот конкретно здесь, по данным уже не настолько свежим, какие-то вон аж 4-летней давности, здесь сведения о том, каков объем данных, которые хранятся, вот, например, на хранилищах Европейского центра среднесрочных прогнозов. Это только океан и атмосфера, соответственно, это, вообще-то говоря, здесь даже спутниковые данные не учитываются. Это 690 петабайт. Это, я даже не знаю, каким образом это материализовать в количествах жестких дисков, которые там 20-терабайтные, но это огромный склад. Вот здесь, например, показана вот на этой картинке, как хранятся эти данные. Соответственно, вот у хранилища данных НАСА это больше там 128 петабайт. Или, например, хранилище данных Коперникус, которое в основном специализируется на данных модельных, это в основном океан и атмосфера. Но вот, соответственно, посмотрите, это 80 петабайт, и все это, и с каждым годом этот объем данных растет. Соответственно, возвращаясь, например, к спутниковым данным. Спутниковые данные — это у нас по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов темп прироста количества хранимых данных, которые вот снимаются со спутников, это 290 терабайт в сутки. Это больше, чем хранилище всей моей лаборатории в сутки. Соответственно, это совершенно колоссальный объем данных, и все это просто говорит о том, что и при условии, что количество спутниковых инструментов, оно будет только расти. Посмотрите, ну, вроде бы как, слава богу, мы на линейную какую-то прогрессию вышли, да, вроде бы уже не экспоненциальная, но количество спутниковых инструментов будет только расти. Места в околоземном пространстве пока что еще достаточно, чтобы наращивать спутниковые группировки. Соответственно,
О чем это все говорит? Это говорит о том, что у нас науки о Земле и география в целом — это сейчас науки о данных. Это очень редко науки о полевых измерениях, о полевых наблюдениях. Хотя это тоже так, но в основном это сейчас науки о данных. И в этом месте человек не способен обработать такие массивы данных самостоятельно, даже с применением каких-то там простых программ. Требуется какой-то совершенно новый уровень интеллектуальной обработки таких данных. Выявление зависимостей, которые мы сейчас уже не можем самостоятельно какими-то своими экспертными усилиями выявить или попытаться аппроксимировать. Сейчас полностью меняется парадигма исследования. Мы исследуем, вот буквально сегодня у меня защищались 2 магистра. Они показывали работы, в которых мы показываем методологию исследования, проведения исследования с применением искусственного интеллекта. Здесь я немножечко оговорюсь. Искусственный интеллект здесь я имею в виду не тот, который вот это вот диалоговый, да, не только тот, который диалоговый, который текстовый, который мы сейчас все называем искусственным интеллектом, там Яндекс.GPT, это Алиса, или там Гигачат, который от Сбера. Я имею в виду искусственный интеллект всех родов, ну, совсем-совсем формальная линейная регрессия — это тоже искусственный интеллект, но давайте так. Достаточно продвинутые модели искусственного интеллекта, которые способны выявлять скрытые закономерности в данных. Вот о таком я говорю. И который дальше способен их моделировать. Соответственно, вот здесь вот на этой схеме очень-очень условно свое понимание я изложил того, какого рода задачи искусственный интеллект сейчас может решать на данных наук о Земле. Вот буквально 1 минуту потратим на это. Соответственно, в правой части, для вас правая часть, это задачи, которые решаются, ну вот, например, примеры продемонстрировал предыдущий оратор. Это скучные задачи для нас, для исследователей, я от фундаментальной науки. Это скучные задачи, которые нужно дойти от точки А в точку Б. И я знаю, что есть точка А, есть точка Б, я знаю, каково должно быть решение задачи, и мне нужно узнать только конкретные цифры. Соответственно, за это платят деньги, за это привлекают специалистов из нашей области, ну, например, там, компании реального сектора экономики. Вот. А в левой части это интересные задачи, за которые деньги платит только государство, но вот здесь вот все самое интересное. Это исследовательские задачи, в которых искусственный интеллект применяется в качестве исследовательского инструмента. И вот в качестве простых примеров это грань первая — применение искусственного интеллекта. Мы что умеем делать? Это автоматизировать или анализировать наблюдения. Я сейчас покажу примеры. Давайте посмотрим. Ну, например, вот в науках о Земле нужно посчитать поголовье, конкретно это белухи в Белом море. Да? Что посчитать и отследить. Вот сейчас, может быть, даже... Давайте чуть-чуть подождем. Что значит отследить? Если нам нужно отследить закономерности какие-то в природе, не обязательно с белухами, может быть, какие-то неодушевленные у нас, в смысле, не из фауны объекты тоже какие-то закономерности проявляют. Мы должны там, ну, например, отследить что-то и посмотреть, каким образом, ну, например, в данном случае мы сейчас строим модель, которая будет моделировать социальное взаимодействие вот конкретно между этими животными. Это возможно сейчас только с применением искусственного интеллекта при обработке большого количества вот таких вот снимков, вот таких вот видеозаписей. Дальше, ну, самый простой пример — это обнаружение вот таких вот, это называется междумасштабные конвективные системы. Соответственно, это самый простой пример, который мы можем показать. Вот нейросети делают вот такое, обнаруживают междумасштабные конвективные системы в атмосфере по спутниковым данным. Этих данных сейчас вот конкретно в нашем распоряжении там, с 2002 года по настоящее время. И, наконец-то, с применением вот искусственного интеллекта мы можем накопить такую статистику, которая позволяет нам говорить о том, повышается количество этих объектов, не повышается, у нас климат меняется, как-то меняется поведение этих объектов или нет. Ну, карту Бартолева здесь уже показывали, я, наверное, тогда еще пропущу. И вторая грань — это моделирование уже. То есть прогноз погоды все знают, он обычно делается вычислительным образом, но сейчас на первую, вот на такую, на фронтир выходит именно применение искусственного интеллекта в моделировании погоды и моделировании климата. С климатом все посложнее, потому что
это, вообще-то говоря, не детерминированные прогнозы. А вот с погодой намного все проще. И сейчас есть порядка 10 моделей искусственного интеллекта, буквально в течение года появится наша собственная, которые умеют прогнозировать погоду. Более того, вот на службе Европейского центра среднесрочных прогнозов поставлена уже вот эта вот AIFS, то есть система, основанная исключительно на нейросетях. Там нет вообще никакой гидродинамики. Соответственно, здесь можно говорить, что в ваших айфонах, если у кого-то там айфоны есть, прогноз вот сейчас генерируется именно нейросетью, то есть искусственным интеллектом. И давайте я это пропущу, поскольку очень строгий у нас ведущий. Значит, грань третья, на которой я хочу остановиться, это применение естественного языка для задач наук о Земле. Здесь очень многие задачи можно решать, которые были недоступны до сих пор. То есть это поиск текстовых свидетельств климатических и метеорологических событий. Невозможно было представить себе до сих пор вот решение таких задач на таких огромных количествах, корпусах текстов до сих пор. Сейчас условный чат GPT или там гигачат позволяет это сделать в обозримые. Это все еще не мгновение, это все еще недели, месяцы, может быть, даже первые годы, но это уже обозримое время. Мы уже сможем получить результаты исследования, пока не состарились. Да? То есть на моем веку эти результаты появятся, а не через 2 поколения исследователей. Программирование моделей, графиков визуализации — это уже про автоматизацию исследований. И очень большое количество, конечно, помощь в организации исследований, в организации написания отчетов, написания статей. Естественно, здесь большой вопрос, который сейчас очень активно обсуждается. Насколько сильно нужно вовлекать искусственный интеллект вот такого рода, именно лингвистический, в написание отчетов, это вопрос сейчас дискуссионный. Вот буквально сейчас на конференции у нас была целая секция, в которой специалисты со всего мира рассказывали свою позицию относительно того, какие статьи можно принимать, где видно, что применен искусственный интеллект, какие нельзя, и где что можно, где что нельзя. Это очень открытый дискуссионный вопрос, но он уже современный, мы уже в будущем живем. Буквально 5 лет назад я не мог себе представить, что мы об этом будем вообще разговаривать. Соответственно, школьники, дети, студенты, они должны быть уже готовы, что они будут работать, когда уже наступило будущее. Мы должны их готовить к этому уже сейчас. Ну и остальные, собственно, на этом мой доклад уже закончен. Да? Здесь, собственно, заключительное слово. Искусственный интеллект — это сейчас мощный инструмент, всю полноту возможностей, которую мы сейчас еще до конца даже не осознаем. Это наше будущее. Спасибо огромное. Да. Мне кажется, очень такая вдохновляющая, мотивирующая речь. Михаил, я вот позволю себе один такой вопрос. И, не то, что внесу ложку дегтя, но всегда в любой революции есть какие-то узкие места. Вот какое сейчас главное узкое место, которое сдерживает дальнейший прогресс в внедрении ИИ в исследованиях? О боже, дайте мне лучше рассказать, где нет узких мест. В применении искусственного интеллекта все вокруг усеяно вот этими ботлнеками. Частота данных, частота эксперимента при получении данных, собственно, релевантность данных и все, что связано с данными, это во-первых. И, во-вторых, наверное, это нужно было в первую очередь называть, это квалификация исследователей, которые применяют искусственный интеллект. Вот это настолько сейчас важно. Сейчас я просто вижу, что вот буквально по аналогии с написанием каких-нибудь работ с помощью чат-GPT или там каких-нибудь лингвистических моделей, если человек... Вот у меня студент сейчас показывает графики, я вижу, что он их нарисовал, там, я не знаю, с применением искусственного интеллекта по данным, которые сам насчитал, и при этом не понимает, что происходит в этих графиках. Это настолько сейчас вот эта вот тропа, которая усеяна вот этими колючками, это совершеннейший кошмар. Видеть, что результаты получены, но при этом они получены без понимания, что произошло, это потрясающе, это взрывает мозг вот мне каждый день.
Более того, вот сейчас на большой, очень серьезной конференции у нас был доклад. Мы его допустили. Я просто допустил на свою секцию ради интереса. Доклад от школьника старших классов, ну, там, он иностранец, не знаю, как там соотносятся классы с нашими, от школьника принес доклад, все рассказал, начинаешь задавать вопросы и видишь, что он не понимает, что происходит. И это просто катастрофа. В этом месте я готов согласиться с тем, что в школе и в университете я, может быть, даже рассмотрю возможность запрета использования искусственного интеллекта. То есть я, который учу пользоваться им, и учу своих сотрудников и студентов, чтобы они его там разрабатывали, я готов рассмотреть возможность запретить им пользоваться, ну, в момент обучения. Это будет для меня прям шоковое решение, но это, видимо, какое-то необходимое решение. То есть вот квалификация специалистов, которые должны понимать, что происходит с точки зрения предметной, с одной стороны, с другой стороны, с точки зрения самих моделей искусственного интеллекта, как вот здесь сейчас было сказано, да, у нас специалисты должны обладать как минимум двойной квалификацией, предметной и теорией вероятности, мат-статистика, ну, фактически искусственный интеллект. Вот до тех пор, пока они не владеют этим, это я не могу доверять им, их результатам. Я не могу писать эту статью вместе с ними, потому что я не могу быть уверен в том, что это вообще что-то вменяемое, что результаты можно публиковать. Это очень серьезное, ну, пока что не катастрофа, но очень серьезное узкое место. Я на секунду вклинюсь. Обратите внимание, как закивали коллеги, когда говорил Михаил. Да, мы 10 лет назад с вами наблюдали, как пришло цифровое поколение в школу и деградировали навыки поиска информации, да, у тех, кто родился с Гуглом. А теперь мы ждем следующего этапа этого процесса, да, как они эти навыки деградируют, когда придет поколение, привыкшее к генеративным нейросетям. Да, спасибо. Коллеги, давайте мы двинемся дальше. Тема невероятно интересная. Мы могли бы всю оставшуюся часть нашей секции посвятить, но мне кажется, у нас очень логичный мостик. И здесь я хотел бы передать слово Елене Натаровой, компании TerraTech, дочка Роскосмоса, которая непосредственно занимается внедрением, собственно, данных дистанционного зондирования космических в практику в рамках проекта «Цифровая Земля». И вот, Елена, мне кажется, вам было бы естественно оттолкнуться от того, что сейчас говорил Михаил, потому что вот этот вопрос о доверии к данным, он действительно краеугольный. И он краеугольный и в науке, и в любых практических задачах. Причем в практических задачах ну, цена ошибки — это могут быть ну, огромные деньги, и даже не только деньги, но и человеческие жизни, потому что, ну, когда мы говорим об оценках рисков, да, и об управлении ресурсами, то это действительно такие основополагающие вопросы. Вы практик, как компания TerraTech подходит к этому, как она разрабатывает свои продукты, какое место в этом играют современные алгоритмы? Да, спасибо. Коллеги, добрый день. Приятно рассказать в своем докладе, а куда же приземляются, собственно говоря, и научные разработки, и технологические разработки. Я действительно представляю здесь компанию TerraTech, и сразу скажу, что у нас работает довольно большое количество именно людей с географическим образованием, потому что работаем мы как раз на стыке космоса, информационных технологий, наука Земли, географии в частности. И как раз более уже, практически 9 лет мы разрабатываем решения на основе данных космической съемки, технологий искусственного интеллекта и создаем как раз платформы, системы, геоинформационные системы, куда, собственно говоря, и погружаются все эти данные. Но буквально пару слов скажу, как сегодня вообще эта цепочка выглядит. Коллеги сегодня сказали, что уже действительно невероятное количество спутников на орбите находится. Это петабайты данных, которые валятся в непрерывном режиме. И, конечно, их обрабатывать можно только с применением технологий искусственного интеллекта. Собственно говоря, это вот как раз наша основная компетенция. И делаем мы это по двум основным направлениям. Собственно говоря, искусственный интеллект может помогать, в принципе, готовить данные к тому, чтобы обработка проходила быстрее, корректнее, тщательнее, был более верный выходной результат. И, собственно, сегментация изображений, когда не человек, сидя за компьютером, разглядывает, а что, собственно, на космическом снимке изображено, а уже нам нейронная сетка говорит, где что находится, как изменился объект во времени, и даже уже что
может быть с этим объектом в будущем. И чему, собственно, мой доклад посвящен, это платформа «Цифровая Земля». Без преувеличения, это, конечно, самая большая сегодня в России у нас система мониторинга всей страны. Как раз это система, где объединяется и, собственно, географическая наука с информационными технологиями для того, чтобы передавать всю информацию о том, как развиваются у нас процессы на Земле, с территориями, с природными ресурсами для наших регионов Российской Федерации. То есть сегодня, благодаря реализации не побоюсь такого космического, инфраструктурного и географического, безусловно, проекта «Цифровая Земля», у нас все 89 субъектов Российской Федерации сегодня имеют доступ к вот такой геоаналитической информации. Получаем мы вот эту агрегированную, вы, естественно, видите информацию, а у министерства и ведомств в субъектах Российской Федерации это Минприроды, Минсельхозы, Минстрой, Минцифры и прочие исполнительные органы власти в наших регионах имеют возможность получать довольно такую исчерпывающую информацию о лесе, о природных катаклизмах различного рода. Это пожары, наводнения, ветровалы, собственно говоря, сельское хозяйство, строительство, недропользование, то есть где какие карьеры расположены, как меняется их площадь, по водным объектам, объектам гидрографии. То есть как раз периодичность, естественно, предоставления таких продуктов, она разная, но как минимум раз в год, раз в полгода у региона, благодаря вот таким системам, появляется возможность четко понимать, что происходит с природными ресурсами, с территориями, с хозяйственной активностью, и пользоваться этой информацией для принятия управленческих решений. Куда дальше развиваться, где лучше надо контролировать, где есть тонкие места и так далее. В общем-то, как раз к вопросу о результатах. Да? То есть для чего, собственно, все это нужно? Вот это я вам привожу один буквально пример, он просто очень наглядный, совсем свежий. Новосибирская область, когда управление контрольно-надзорной деятельности Министерства природных ресурсов Новосибирской области вот буквально недавно сказали, что они свыше 100 миллионов рублей вот выявлено нарушений как раз в области леса, свалки и нелицензионной добычи полезных ископаемых. То есть тут прямой управленческий, экономический эффект, и, конечно, я уже не говорю про цифровизацию, управляемость и так далее. И здесь все равно я тоже вот не могу не остановиться на том, что очень большой вопрос и проблема — это пользователи квалифицированные на той стороне, куда мы эту аналитику отгружаем. То есть вот как раз очень не хватает людей, понимающих, вот как раз с аналитическими способностями, со способностью понимать и технический язык, и науки о Земле, и социальные какие-то вещи, социально значимые для граждан, чтобы когда мы вот эту аналитику генерим, нам было кому ее передать. Это очень большой вопрос как раз вот подготовки пользователей в органах исполнительной власти, как раз с профильным, например, географическим образованием, с навыками работы в информационных системах. Это очень большой запрос, который сегодня есть, с которым нужно работать, и таких людей действительно нужно готовить. И хочется верить, что как раз вашими стараниями это у нас все будет происходить. В помощь, так сказать, собственно, учительскому составу, да, есть у нас открытые данные по цифровой земле, они публикуются на портале, пожалуйста, вот сайт, QR-коды, можете пройти, посмотреть, там различные временные срезы, можно даже дать какое-то задание школьникам, сравнить, как меняется динамика, видят ли они какую-то закономерность, какие-то особенности, может быть, в структуре лесопользования или недропользования. То есть в этом смысле, пожалуйста, открытыми агрегированными данными можно пользоваться, привлекать их для каких-то научных целей. Но не могу не сказать об еще одной платформе. Это еще более высокоавтоматизированная система, где человек не участвует вообще. То есть если в цифровой земле там все равно есть модератор, потому что аналитика передается в органы власти, а там цена ошибки, как действительно Николай сказал, слишком высока, чтобы доверить полностью автомату это решение. Поэтому там есть контроль модератора, а вот
в системе Pixel это полностью автоматическая система, где как в формате интернет-магазина. Заходишь, выбираешь нужную область, нажимаешь «Отправить в обработку под системе искусственного интеллекта» и получаешь спустя 10-15 минут готовый отчет. Что хочется сказать, что у нас для всех новых пользователей 3500 гектаров можно абсолютно бесплатно воспользоваться, поэтому мы предлагаем вот такую лабораторную работу для тех, ну, может, ребят уже постарше, провести, дать задачу, выбрать какой-то участок на территории, например, родного субъекта или на территории разных климатических зон, сравнить там лесохозяйственные какие-то вопросы. То есть платформа сейчас работает с продуктами в области сельского хозяйства. То есть ребята спокойно могут зарегистрироваться в системе, разместить такие заказы и попробовать сгенерить какую-то аналитику, заодно имея возможность познакомиться с самыми современными технологиями геоинформационными, с использованием искусственного интеллекта. Пожалуйста, вот обращайтесь. Это бесплатно, легко и просто. Ну и буквально еще я несколько кейсов в оставшееся время расскажу про то, как вот конкретно тоже приземляется, это больше к области экономической географии скорее относится. Ну вот кейс, да, где построить АЭС. То есть вот, конечно, здесь тоже объединяются и технологии космические. Когда мы выбираем место, естественно, нужно проанализировать массу факторов. Это вот настоящий пример, когда нужно понимать, где инфраструктура проходит, есть ли водный объект рядом, где какие города располагаются. Вот чтобы это все оценить, конечно, без наук о Земле, без географии это сделать невозможно. Ну и космические снимки тут, естественно, в помощь. Развитие туризма, да, горнолыжные курорты. То есть, я думаю, тут тоже есть и среди ребят многие катаются на лыжах, на сноуборде. И вот для того, чтобы правильно проложить инфраструктуру того же самого горнолыжного курорта, конечно, используются тоже космические технологии, технологии искусственного интеллекта, чтобы грамотно всю эту инфраструктуру спроектировать. А вот тоже интересный кейс. Самые зеленые города нашей страны. Я думаю, у нас тут собралась, судя по расписанному баннеру в холле, очень большое количество представителей разных регионов. Вот можно посмотреть и увидеть, какие самые зеленые города, какие менее зеленые города. Найдите, пожалуйста, свой город, есть ли он там. Это 16 именно зеленых мегаполисов. И это все без искусственного интеллекта проанализировать, конечно, просто физически было невозможно. Переходите по QR-коду, там полный текст исследований можно посмотреть. Или вот развитие застройки в Подмосковье за последние, четверть века, считай. Конечно, руками это все было бы невозможно посмотреть, но благодаря нейросетям мы знаем, какое количество новых объектов, в частности, дорог появилось, сколько вообще изменений произошло на той или иной территории, позволяет нам делать выводы о том, что происходит. Вот этот кейс я вообще очень люблю. То есть мы можем собирать благодаря космосу информацию не только по собственной территории, но и заглянуть, собственно говоря, а как у них-то там, да, за пределами Российской Федерации, как строят, как лес рубится, как недропользование происходит. Ну и, конечно, чрезвычайные ситуации, действительно, и климат меняется, это уже очевидно, никто даже не спорит на эту тему. Наводнения, пожары, засухи, растепление многолетней мерзлоты, которая уже теперь не вечная стала, климатические вопросы, погодные, все это тоже, конечно, позволяет нам делать искусственный интеллект. Ну и не могу сказать о том, что, собственно, космос, помноженный на географические науки, действительно позволяет спасать жизни. У нас такие случаи были, с Лизой Алерт мы взаимодействовали. Вот недавно был случай, когда разыскивали пропавшего яхтсмена. То есть вот эти технологии — это не только про эффективность, управляемость, экономическую выгоду, это про спасение жизни. И надо это тоже понимать, всегда в голове держать, что такого рода технологии позволяют сохранить человеческую жизнь. Здесь не буду останавливаться долго про то, что, опять же, можно страховые случаи проверять или проверять по космосу. Действительно, коллеги уже сегодня... Да, заканчиваю. Последние слайды буквально. Идем мы в сторону прогнозных моделей. И вот попрошу даже действительно сфотографировать этот слайд, коллеги. Почему? Потому что по вот этому адресу проект геопространственной аналитики находится очень большое количество примеров геоинформационных технологий, технологий искусственного интеллекта для различных
научных задач, экономических, социальных и так далее. Вы там сможете посмотреть, найти примеры, сделать какие-то, допустим, лабораторные задания, еще какие-то практические задания. Такая вот геовикипедия, которую мы подготовили. Ну и вот такие вот интересные мы вещи делаем, когда объединяем космос, объединяем технологии искусственного интеллекта. И не могу вас не поздравить, этот год у нас юбилейный, 65 лет полета Юрия Гагарина в космос. Мы были первые в космосе, и сейчас в области обработки данных космической съемки Россия, благодаря такому вот мощному прорыву и у Роскосмоса, и у коллег вот тоже есть прекрасные разработки. Это то, чем мы даже на международной арене в области обработки данных и применения технологий искусственного интеллекта можем гордиться, с чем вас и поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Да, у нас прям увлеченные спикеры, которые прям горят своим делом. Елена, я вот такой вопрос задам вам. У меня, как у модератора, задача задавать провокационные вопросы. Мы тут с одной компанией общались, и они говорили нам примерно следующее, что вот приходят к нам люди, предлагают нам вот решение, основанное на ИИ, на космической съемке, и говорят, что они нам могут вот некоторый проект за 8 минут обсчитать. Какой проект, рассказывать не буду, да не так это и важно. Мы говорим, да, давайте мы с вами хотя бы соглашение подпишем о неразглашении данных, NDA. И подписываем мы его с юридическими службами 4 месяца. У вас большой опыт именно реализации проектов с компаниями, основанных на вот такого рода решениях. Как вам видится, какое главное узкое место? Оно в доверии к данным, о котором нам вот Михаил говорил. Оно в самом инструментарии, его возможностях. Оно в понимании на стороне потенциального пользователя. Или в правовых каких-то моментах. Или у нас сама среда, в которой работает у нас бизнес и госорганы, она не готова. Может быть, мы вот видим все это, а органов, чтобы работать с такой скоростью, мы еще не отрастили. Вот по вашему опыту, где здесь ключевое ограничение? Как обычно, везде. Тоже поддержу предыдущего спикера, где их нет, очень сложно сказать. Но первое, о чем бы я точно сказала, это нормативно-правовое поле. То есть в Российской Федерации на текущий момент применение таких технологий не является обязательным. Да? То есть это на добровольной основе. То есть ранее было в некоторых кодексах прописано, к примеру, отчитываться о лесопользовании с использованием там, данных космической съемки или беспилотных там каких-то фотографических материалов, тоже это ушло. То есть если бы было обязательство применять, то это, конечно, бы очень сильно помогло, в принципе, развитию таких технологий и обеспечило бы и прозрачность контрольно-надзорной деятельности, и глубину, и масштабность применения таких технологий. Но в целом, возможно, через какое-то время в экспериментальном правовом режиме, может быть, этот вопрос начнет решаться. И второй вопрос, который точно здесь я уже упоминала, это неготовность зачастую и непонимание на стороне заказчика, зачем им это надо и какие возможности дают геоинформационные технологии и искусственный интеллект для решения задач конкретного предприятия. Хотя у многих предприятий сегодня есть собственные, назовем их центры компетенций по применению, но даже там мы часто встречаем непонимание или неправильное понимание возможностей и ограничений. Тут точно не в технологиях дело, я вам скажу, потому что готовность технологическая у нас очень высокая. Мы четко понимаем, как и где можно применять искусственный интеллект, где у него ограничения, какая точность там может быть. Вопрос точно не в технологиях, а в готовности и понимании того, что может, что хотят и как это можно сделать. То есть нам нужно, опять же, готовить квалифицированного пользователя. И, собственно, по мере возможности менять нормативное поле, чтобы постепенно внедрять эти наши технологии в те процессы, которые есть в государстве, в бизнес-структурах, да и, собственно, для граждан тоже есть место, где применять геоинформационные технологии. Спасибо. Да, спасибо большое. Вот, мне кажется, здесь мы очень естественным образом переходим к нашему следующему спикеру. Мы поговорили о том, как сейчас ИИ выглядит в науке, как он выглядит в практике, но действительно, если у нас не будет людей, которые могут его внедрять, мы далеко не уедем. А чтобы мы таких людей могли готовить и мотивировать их к этому, начиная со старшей школы, ну, очевидно, что нужны специализированные инструменты.
Очевидно, что школа в силу колоссальной тоже, да, специфики ее деятельности, там, возрастной психологии, педагогики и так далее, она в полной мере опираться на вот эти вот взрослые, я так это назову, специальные решения не может. И вот здесь я бы хотел задать вопрос уже, собственно, Сергею Кутузову. У него огромный опыт разработки проекта «Геошкола», который как раз и призван такой вот мостик построить между вот этими технологическими прорывами и, собственно, школьной практикой. Как вот этот вот разрыв нам преодолеть? Да, Николай, спасибо. У нас 10 минут, чтобы обсудить преодоление разрыва. Ну что ж, постараемся в общих чертах описать. Я очень рад, что вас заинтересовала эта секция геоинформационные технологии. Вот форум называется «Форум учителей географии». Поднимите, пожалуйста, руку учителя географии, которые здесь присутствуют. Спасибо. А студенты профильных вузов, может быть, есть? Так. А студенты педагогических профильных вузов? Ага, хорошо, спасибо. Ну, чтобы понимать, как строить наше общение. Поэтому тогда я буду оперировать некоторыми, может быть, скучными методическими, учительскими вещами. Вот. Но я думаю, без них тоже нам никак. Использование, вот вопрос геоинформационных технологий в школе, он довольно любопытный, если не сказать проблемный. Вот как в рекламе говорится, 9 из 10 учителей географии признают геоинформационные технологии интересными, важными и полезными. Но при этом на практике их используют единицы увлеченных этим делом людей. Такие люди здесь есть. Вот моя соседка, например. С другой стороны, тема не новая. Использованию геоинформационных технологий уже больше 10 лет, наверное, эта тема обсуждается, ну точно больше 10 лет. За это время появились различные решения, изменилась даже немножко методическая часть. Вот, но почему происходит так, что до сих пор геоинформационные технологии не дошли до конкретной школьной практики? Вот вопрос очень большой, объемный, здесь много нюансов. Я надеюсь, что он будет одним из вопросов, которые мы на свободной части в продолжении обсудим. Здесь очень важно и ваше мнение тоже услышать, в том числе и мне. За это время, вот за эти 10 лет, даже больше, как внимание этому вопросу уделяется среди географической и педагогической общественности, технологии шагнули далеко вперед. Изменилась и нормативная методическая база, вот с нее мы и начнем. Очень коротко, та самая занудная часть. Но вы, учителя, вы должны меня понять, и без этого никак. Вы все эти документы прекрасно знаете, точно, просто расставим некоторые акценты. Вот как мы, как учителя географии, должны применять геоинформационные технологии в школе, да? Ну, хочется понимать. Эта информация содержится в федеральной рабочей программе, и для основного общего образования 5-9 класс очень коротко там сказано о геоинформационных технологиях. По сути, это один пункт о том, что в 5 классе при изучении темы географические карты мы должны познакомить школьников с понятием геоинформационных систем и каким-то образом объяснить, как они работают для решения реальных задач. Все, 5 класс, все. При этом, ну, я понимаю, 5-6 класс еще рано, наверное, лезть в геоинформационные системы, но кажется, что в 8 и 9 классе при изучении географии России у детей появляются уже и определенные навыки, и возраст лучше соответствует, а главное, данные появляются, которыми можно в каком-то там объеме до школы оперировать. Но тем не менее. Идем дальше. География старшей школы, 10-11 класс, базовый уровень. Уже появляется чуть больше информации. Здесь уже есть не только упоминания на уровне пояснительной записки, но и среди проверяемых требований к результатам освоения есть упоминание геоинформационных систем. Но опять без конкретики. Да? Ну, с другой стороны, хорошо. Мы, как учителя, можем сами определять формы, методы, форматы работы. Это замечательно. Углубленный уровень, да, как сегодня правильно сказали, что есть программа, да, есть проблемы с реализацией этой программы некоторые, и здесь уже есть конкретика. Нам говорят, что есть темы, в которых есть практические работы, которые рекомендуют нам реализовывать с использованием геоинформационных систем. Вот, по крайней мере, 3 такие работы. Более того,
в ФРП углубленного уровня есть пункт, в котором содержатся проверяемые на ЕГЭ требования к результатам освоения образовательной программы. Ну, оно здесь звучит общее, там использовать различные источники географической информации, в том числе геоинформационные системы. Ну, вы знаете, что задания с ГИС пока на ЕГЭ нет, но потенциально, судя по пункту этому, оно там может быть, вот среди прочих источников может появиться. То есть мы видим достаточно, ну, как бы ограниченное, да, особенно в 5-9 классе, использование различных инструментов, связанных с геоинформационными системами. Но неожиданно в 2025 году выходит тоже вам знакомое, я уверен, информационно-методическое письмо о преподавании географии в 2025-2026 учебном году, где нам предлагают некие критерии для оценки умений учащихся работать с геоинформационными системами, за что мы должны, за какие результаты мы должны ставить нашим ученикам 5 за то, что они свободно работают с геоинформационными системами, интерактивными картами и статистическими таблицами. 5. Садись 5. 4. Тут тоже внимательно, очень интересный момент. Если учащийся работает с большинством изученных ГИС, это интересно, значит, ГИС должна быть не одна, а несколько, и с большинством из них работают достаточно уверенно. Ну вот оценка 2 ставится, если учащийся не работает с геоинформационными системами. Какие оценки мы должны ставить нашим ученикам? Ну, понятно, что методические рекомендации, они на той рекомендации, что они не заставляют нас следовать вот тому, что там написано. Это для нас же сделано, для нашей пользы, для учителей географии. Но, тем не менее, тенденция заметна. Это одно из самых последних упоминаний использования ГИС в школьной практике, и вот сразу такая детализация. Очень любопытно и интересно. Ну, вот мы уже видим здесь проблему, разрыв между желаемым и реальностью, да, о том, что мы хотим использовать, даже уже нам рекомендуют использовать, но использовать широко не получается. Почему? Есть масса разных вопросов, и методическая составляющая, и нормативная составляющая. Здесь, кстати, есть интересный пункт, тоже можем его обсудить потом. И сами геоинформационные системы. Поэтому следующий пункт посвятим именно геоинформационным системам. Какая должна быть современная геоинформационная система для школ, чтобы мы ее начали использовать или применять. Как я говорил, вы сами прекрасно знаете, что технологии шагнули далеко вперед, инструментов очень много, различных, все они имеют свои плюсы и минусы. Поэтому я сравнивать их сейчас не буду. Я расскажу о том проекте, собственно говоря, очень коротко, о платформе «Геошкола», которую мы создаем на основе профессиональной веб-ГИС-платформы. Что мы хотели сделать конкретно? Мы хотели решить 2 важных проблемы, которые, на наш взгляд, тормозит интеграцию ГИС в школьную практику. Первое – это баланс между функциональностью и сложностью, ну или простотой систем. Удобством для использования неподготовленным пользователям, потому что использовать ее будут не ГИС-специалисты, не географы опытные, а учителя и школьники даже. Это важный момент. Вторая часть, не менее важная на самом деле, потому что создать конструктор или ГИС-платформу и не дать в ней контент и какие-то материалы, которыми нужно оперировать, это очень уменьшает возможность использования. Поэтому мы хотели предложить максимально возможные ресурсы, готовые материалы, с которыми учителя смогут работать. Несколько важных моментов про карты. Значит, кроме конструктора карт и школьный ГИС, у нас есть 60 готовых тематических карт по географии России. Природа, население, хозяйство, все как по программе. Есть несколько ключевых особенностей на этих картах. Да, каждый важный объект на карте – это объект с атрибутами. Вот на карте это значок месторождения, а на интерактивной карте это возможность добавить информацию об этом объекте. Объем запасов, объем добычи, регион нахождения, не знаю, добывающая компания. И все эти данные могут фильтроваться для выполнения определенных учебных задач.
Следующий момент – это разные уровни изучения темы. Вот над этой картой почв наши коллеги постарались. На варианте слева почвенные экологические зоны, на которых все закономерности видно, в общем-то. Вот она зональность почв в европейской части России и Западной Сибири. Справа вариант детальный, на который можно изучать почвы, например, своего региона. Сергей, меньше минуты. Если можно, в пределах 2 минут. Да, безусловно. Возможность оперировать слоями. Все интерактивные карты многослойные. И вот здесь замечательный момент. Когда проверял готовую карту, включил слой распространения сахарной свеклы, возделывания сахарной свеклы и размещение заводов по производству сахара, и они совпали. Ну, живое воплощение той закономерности, о которой мы говорим на уроке. Отлично, карта, значит, соответствует. Либо теория, либо практика. В общем, все сошлось. Еще важный момент. В число инструментов для использования на уроке – это готовые демонстрации по карте. Для того, чтобы не переключать слои во время урока, можно просто запустить демонстрацию, и здесь фильтрация, выбор слоев и дополнительные комментарии, а также фото основных объектов будут как бы раскрывать карту постепенно. Мы знаем, много школьных карт сложные, особенно комплексные карты районов. Там не то, что школьнику, учителю не просто разобраться с самого начала. Здесь мы можем посмотреть на эту карту послойно. Да, у нас в 2025-2026 учебном году проводилась апробация, и учителя использовали эту платформу. И по QR-коду есть ролик об использовании платформы «Геошкола», ну, собственно, в образовательной практике. Наш замечательный коллега Даниил Олегович Перхулов, который, кстати, здесь находится. Даниил, спасибо еще раз большое, показал, является нашим методистом, партнером, и показал, как геошкола используется в образовательной практике. На 2026-2027 год мы также приглашаем учителей к апробации и будем рады видеть вас в числе тех людей, которые будут использовать нашу платформу. Вы можете подать заявку на участие в апробации на весь следующий учебный год на сайте по форме заявки или написать мне на почту или там, в доступных мессенджерах. Мы с вами договоримся, у вас будет возможность использовать платформу в своей работе. Я надеюсь, что таким образом геоинформационные системы будут ближе к школьной практике, чем они есть сейчас. Спасибо большое. Да, спасибо огромное. Сергей, вот тоже такой вопрос я сформулирую. Смотрите, вот ваша платформа, она действительно очень перспективна в том плане, что она позволяет снизить барьер входа, да? Она позволяет сделать вот этот инструментарий более наглядным и для школьника, и для учителя. Но все же, инструмент все-таки не очень простой. Вы предлагаете вот этот вот инструмент участия в апробации, да, и некой поддержки, там, консультации и так далее. Наверное, есть какие-то инструменты обучения работе с этой платформой. Вот если, мне кажется, это нашей аудитории должно быть интересно, в первую очередь преподавателям, расскажите, может быть, об этом подробнее. Как людям максимально эффективно приобщиться? Ну, наверное, самым простым способом, таким комплексным, будет участие в курсе обучаемом, который, кстати, мы планируем на конец сентября, 21 сентября планируем старт совместно с Высшей школой экономики, где расскажем о том, как пользоваться готовыми картами и, что не менее важно, создавать свои собственные карты со всеми инструментариями и возможностями, которые есть на платформе. Спасибо. Коллеги, ну и мы переходим к нашему заключительному спикеру, Анна Астахова. Анна Астахова, ну как и Сергей, практикующий учитель и прекрасно понимает вот этот вот барьер, да, и барьер не столько и технологический, сколько ментальный. Школьники все-таки привыкли воспринимать карту как картинку и заставить их воспринимать ее иначе, да, как вот слои данных, как, собственно, рабочий инструмент, с помощью которого можно решать те или иные задачи. Это не так просто может быть. Наверное, для этого нужны какие-то особые педагогические приемы, может быть, игровые. И вот о них я бы попросил Анну рассказать по ее личному опыту. Спасибо большое. Знаете, все в наших руках. То есть, когда звенит звонок, закрывается дверь, ты и ученики. Все.
А дальше уже все зависит от учителя, как он себя покажет и что он будет использовать на уроке. И у меня была такая возможность. Сегодня я хотела бы поговорить о том, какие вызовы я поставила для себя в этом году. Мы живем в реальности, где информация доступна в один клик, карты есть в каждом телефоне, навигация стала давно частью повседневной жизни, но при этом возникает парадокс. Наши ученики постоянно пользуются такими картами, но при этом слабо ориентируются в пространстве и, конечно же, не связывают вообще карту Яндекс.Карту с уроком географии, вообще разная пропасть. И, конечно, современные дети другие, они привыкли к интерактивности, выбирают, они запоминают, и важно, они мыслят через действие. И мой вызов как учителя географии связать урок с практикой, где эти знания он будет использовать. Как превратить знания карты в инструмент мышления и действия. На мой взгляд, подходы к географии должны быть деятельностными и исследовательскими. Ученик выбирает, строит, объясняет, анализирует, ошибается, делает выводы, обосновывает решения, снова ошибается и творит, воображает, создает, но главное, мыслит и действует. И фотографии с моих уроков. И главное, в этом году у меня появился еще один инструмент, который позволил мне выстроить уроки, ориентированные на современного ученика, того, кто учится не для оценки, а учится, потому что ему интересно, он хочет узнать что-то новое и использовать. В этом году, благодаря курсу от Высшей школы экономики, что я безмерно благодарна, у меня открылись новые инструменты, и ГИС-технология в данном моем случае соединила фундаментальные географические знания с актуальным вопросом здесь и сейчас. И использование ГИС превращает карту в один из важнейших источников географического познания и статистического изображения в инструмент мышления и действия. Такое видео я сняла для вас, как мы работаем, небольшое, но ученики реальные, компьютерный класс реальный, и карты все реальные. Здесь я хотела бы рассказать о том, после того, как я прошла курсы Высшей школы экономики, я решила, почему бы и не попробовать, и выбрала среду обучения Evergis, потому что это интерактивная среда, то есть мы можем завести большое количество аккаунтов для ребят, я вижу их работу, они видят мою работу. Работа с реальными геоданными, и для ребенка, поверьте, 7 класса уже это оказалось достаточно просто. Мы прошли обучение за один урок. Ну и бесплатная платформа. 7 класс — это страноведение, и самая простая интересная тема — это достопримечательности. Можно, пожалуйста, видео? Я подготовила то, что мы с ребятами сделали. Изначально в апреле у меня оставались материки Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Я подгрузила реальные данные с достопримечательностями. Первая задача была для ребят построить свой маршрут, используя аэропорт, порт и реки. Все, кстати, данные взяла с портала школы экономики. И ребята начинали строить маршруты, использовали свои инструменты. И вот что у них получилось, хочу показать вам. В данном случае 400087 — это индекс нашей школы, поэтому все карты вы можете найти в пространстве. И Тимофей и Максим решили пойти по-другому, и они, наверное, вначале меня не дослушали и решили, что они хотят путешествовать по улицам. Поверьте, я их не могла оторвать от компьютера, им очень нравилось строить маршрут, они не завершили задание, но посмотрите, какой подробный маршрут от статуи Христа Спасителя до Сахарной головы они построили. То есть они действительно побывали в Южной Америке. Они действительно это сделали благодаря уроку географии. Следующая уже карта у нас была с Северной Америкой. И мои такие любимчики, они вообще просто в восторге от этой всей системы. Решили, задание было построить по уже нескольким странам, то есть они уже пользуются атласом достаточно уверенно. И здесь, обратите внимание, уже они выбирают визуальный ряд, то есть задание не было прописано. Вот черная с красным линия, и также дает возможность измерять маршруты. То есть ребята строили на карте маршруты, а потом мы на уроке уже в реальном времени измеряли, у кого получился длиннее.
На самом деле очень весело. И бывают, да, неточности, но вот как, например, на этом примере я ребятам задала вопрос, когда мы начали изменять масштаб карты, я говорю, а что дальше, почему вы не доплыли? Они говорят, мы возьмем лодку и поплывем. Я говорю, ну, обязательно, это важно. И уже когда мы переходим к материку, к завершающему по программе Евразия, уже было задание более сложное. Необходимо построить было несколько маршрутов по разным климатическим поясам, по разным природным зонам, по разным странам. И вот как пример одной работы. Но, конечно, ребята говорили, а почему вот нет каких-то на карте России еще достопримечательностей, но здесь тоже важно было не перегрузить информацией. И мне очень понравилась работа ребят. Девочки решили, что все дороги, сейчас она появится, все дороги должны идти из Волгограда. Ну, конечно, откуда путешествовать? Они прям поставили точку нашей школы и начали свой маршрут по разным территориям. На самом деле работа была очень увлекательная, и ребята поняли, ну, как в процессе им было очень интересно, что урок географии превращается в такую вроде как игру, но они узнают что-то новое и используют реальные данные. Конечно, в начале, да, у меня были подробные инструкции, сейчас также появятся на экране мои рабочие листы, кстати, созданные с помощью частично ИИ. Сначала были инструкции, созданные прям подробные, например, нажмите 3 точки возле карты, что очень важно, ребенок обращается и к учителю, и к листу задания. Или, например, выберите слой, они ошибались, путали, но что удобно в этой среде, это была понятная среда для них, потому что они достаточно уверенные пользователи. А уже в дальнейшем, это уже практическая работа по Евразии, обратите внимание, ни одной инструкции, только задания. И то есть за 3 урока мои семиклассники совершили чудеса, и им очень понравилась эта работа. И когда мы завершали учебный год, я говорю, ребят, ну что, ну как? Понравилось, что хотим сделать? Они говорят, мы хотим работать, уже сами добавлять точки. И вот теперь моя задача придумать формат работы, когда мы уже будем Excel-таблички делать с ними и подгружать реальные данные, именно работая в этой карте. Но исходя из моего опыта, почему бы и не... Кстати, помладше дети, я думаю, вполне бы справились. Можно, пожалуйста, вернуть к презентации? Предпоследний слайд. Ага. И, соответственно, для меня использование ГИС-технологий в обучении географии действительно дало образовательный эффект. Формируется определенный географический уровень мышления, развивается самостоятельность и исследовательская позиция, появляется осознанность пространства, что вот я путешествую по карте, и знания в атласе я перекладываю на интерактивную среду. И, конечно, работа с картой перестает быть механическим процессом и превращается в осмысленную деятельность. Конечно, есть риски. Важно было для меня не перегрузить именно технологии. То есть не научить четко работать в EverGIS, да, а для меня было важно, чтобы ребенок через географию познал этот мир. Ну и, конечно, возможности безусловные. Это, конечно, соединение теории и практики, это работа с реальными данными и, конечно, развитие навыков 21 века, анализ, выбор и принятие решения. Важно, что сегодня дети, которые приходят к нам в класс, им 13 лет, а вот что будет дальше, через 10 лет, мы не знаем, и мы должны научить как бы их этому. И в данном случае для меня это было важным шагом. Сегодня ГИС — это не просто современный инструмент, а востребованный, по-настоящему эффективный подход, и который делает географию живой, понятной и значимой для ученика. И, как оказалось на моей практике, достаточно простой. Главное — желание и главный инструмент — себя научить, а потом уже можно выходить в класс и ребятам показывать, что все возможно. И действительно, моих географов становится все больше. Я также веду в профильных классах. И сегодня в 9 классе выбирают ОГЭ у меня ребята не потому, что это такой просто предмет, который надо сдать, а действительно им интересно, и они хотят свою жизнь связать с географией. Спасибо большое. Спасибо огромное. Присоединяюсь к аплодисментам. Коллеги, ну на самом деле, я думаю, мы можем переходить к сессии вопросов и ответов, потому что уверен, что у практикующих учителей выступление Анны вопросы не вызвать не могло, поэтому я, наверное, сам вопрос задавать не буду, передоверю, так сказать, это право аудитории.
Поднимите, пожалуйста, руки, кто хотел бы задать вопрос. Да, давайте, можно все поднимут руки, кто хотел бы задать вопрос, кому бы то ни было из спикеров, чтобы мы поняли, сколько у нас в целом потенциальных вопросов. 1, 2, 3, 4. Ну, давайте тогда 5. Ну, вот попробуем всех охватить. Да, пожалуйста. Спасибо большое за выступление. Вообще очень все понравилось. Но возник вопрос первый, наверное, я думаю, что у многих. Для того, чтобы мы давали и, скажем так, на рынок труда выпускали людей, которые умели бы работать с этими системами, мы сами должны уметь работать с этими системами. А мы не умеем. Где этому научиться? То есть я так понимаю, что есть курсы высшей школы экономики уже, да? Да, курсы. Тогда когда они будут? Спасибо огромное. Вопрос супер актуальный. Они платные или нет? Да, они платные, к сожалению. Вышка не позволяет делать неплатные курсы. ВУЗ на них зарабатывает, очевидно, соответственно. Но поскольку мы с самого начала нашей деятельности лаборатория открылась в 2024 году, мы молодые совсем, мы понимали, что, как вы справедливо совершенно говорите, да, вход в технологическую революцию без подготовки – дело неблагодарное, вот, то, собственно, у нас прошли уже 3 набора курса, на которых училась Анна, да, который сделал прекрасный методист Николай Золотов, он, кстати, в зале. Вот, спасибо, Коля, что пришел. Да, давайте поаплодируем. Да. И мы обязательно повторим через паузу, да, эту программу. И сейчас мы запускаем новую программу с Сергеем Кутузовым. Да, этот курс разработан, он запустится 21 сентября. Набор на него откроется с середины августа. Мы понимаем, что на лето все, так сказать, выдохнут немножко после учебного года, да, и больше чем за месяц до старта откроем, можно будет спокойно зарегистрироваться. Поэтому приходите, вот, безусловно, повышение квалификации мы будем продолжать, это ключевая история. Спасибо большое. Но я бы, знаете, еще от себя добавил, абсолютно, это все правильно, о чем говорит Сергей, но на самом деле сейчас вот эти технологические изменения происходят с такой скоростью, что не то что учителя, но и преподаватели университетов и исследователи тоже не успевают удерживаться на этом технологическом фронтире. Я вот не знаю, может быть, Михаил у нас только успевает из наших спикеров, но в целом это почти невозможно, потому что это как со скоростью света просто это удаляется, но это не значит, что этого не надо делать. Надо, и нам всем нужно будет учиться постоянно и непрерывно, потому что никаким разовым курсом эта проблема не решится. К тому моменту, когда мы в сентябре его будем проводить, уже что-нибудь изменится, выкатят какие-нибудь очередные релизы моделей или GeoEE у нас еще какие-нибудь шаги вперед сделает. Поэтому это, видимо, будет теперь непрерывным процессом. Сейчас, можно прокомментирую? Угу. Да, конечно, школа может вас направить, и вы сами можете прийти, обе схемы работают, все организационно, все в этом смысле в ВУЗе отработано, работает как часы, просто разные виды договора, да, и все. Да, конечно, можем просто после сессии обменяться контактами, мы все проведем, это все бесплатно. И семинары у нас ежемесячно, вебинары проводятся для открытые, да, к ним можно подключаться. Осенью обязательно будет конференция для учителей, мы каждый год проводим геослет. В прошлом году он был в формате хакатона, в этом году мы его сделаем академической конференцией, но там обязательно соберемся и эти вопросы будем обсуждать. Секция ГИС у нас, естественно, ключевая, вот, поэтому приходите, будем рады. Мой секрет, он еще у Льюиса Кэрролла описан. Чтобы стоять на месте, нужно очень-очень быстро бежать. Точно. Алиса в зеркале. Да. Коллеги, давайте тогда следующий вопрос. Если я не ошибаюсь, ваш вопрос задали. Давайте тогда Да, Николай. Добрый день. У меня вопрос к Елене. Есть очень классная олимпиада НТИ, и там есть трек «Анализ космоснимков и геопространственных данных». Дело в том, что там используются космоснимки иностранные, открытые данные. Вопрос, стоит ли нам ждать отечественное решение, потому что вы сказали про какие-то уже обработанные варианты данных, а вот что-то чистое, на чем можно было уже поработать, у нас планируется? Понятно, что высокое разрешение ждать не приходится по понятным причинам, но хотя бы какие-то данные открытые появятся ли в ближайшем будущем? Спасибо.
те решения, которые я показывала, да, сегодня, цифровая Земля, Пиксель, они работают и на отечественных космических снимках, и на зарубежных открытых данных. Ну, не считаю зарубежку чем-то нечистым, да, или там грязным. Другое дело, что с учетом геополитической обстановки в любой момент эти снимки просто могут быть закрыты, ну, очевидно. Ну, в этом смысле, что нам остается? Работать с теми данными, которые дает Роскосмос. Естественно, там разрешение не такое высокое, как хотелось бы, но это позиция госкорпорации пока как регулятора. Можем, конечно, писать письма и обращения на тему открыть больше данных, но пока позиция такая. Поэтому в текущих условиях вынужден работать, как говорится, с тем, что есть. Естественно, в рамках закрытых систем типа цифровой Земли нам доступны и данные более высокого пространственного разрешения, и радиолокационные космические снимки, а не только оптические. Вот, но для широкого круга пользователей, ну, в любом случае, допустим, научные учреждения через Минобр тоже могут создать себе аккаунт в Федеральном фонде данных ДЗЗ и выгружать оттуда, ну, по определенному там аккаунту, да, то есть это должно быть именно орган исполнительной власти в лице, например, там Минобра или другого какого-то министерства, чтобы иметь доступ к этим данным с разрешением хуже 1 метра на безвозмездной основе. То есть такие вариации возможны. В научном центре оперативного мониторинга Земли по этому вопросу можно обратиться. У них там есть клиентский отдел. Они подскажут, как эту процедуру можно было бы произвести. Спасибо большое. Коллеги, у нас я видел, что еще были вопросы. Да, будьте добры. Здравствуйте, коллеги. Город Домодедово, Пронина Анжелика Александровна, преподаватель географии. Вы знаете, а скажите, пожалуйста, вот вы работаете в частной школе, да? Сколько детей у вас в классах? У меня в классе 18 человек. Ну, это хорошая такая частная школа, где так достаточно 18, это даже много. Я работала в 2 частных школах, в одной у меня было 6 детей в классе, в другой, ну, максимум 12. Это хорошо, их можно обучить. Плюс частная школа имеет немножко другое бюджетирование, да, и вот компьютеры все. А вот у меня, например, этого нет. Мало того, у меня в группе доходит 31-35 человек. И вот если переходить, ну, помимо того, у меня даже нет сейчас интерактивной доски. Мне приходится, я человек советский, и я, естественно, объясняю так, что практически играю на уроке, в лицах, вплоть до сцены. Вот. И получается, что мы бы очень хотели. Я готова учиться всему этому. Но материальная база многих учебных заведений не позволяет этому. Кроме того, сейчас идет укрупнение классов и групп. Я вам говорю, что вот 31 человек сидит. Например, будущие машинисты локомотива. 31 мужик у меня сидит. Причем кабинеты уменьшают в размере сейчас. Представляете? То есть у меня было 70 квадратных метров, стало 30. Я не могу компьютеры поставить. Вот в данном случае, если вот выходить вот на эту систему, ну какие-то, может быть, какие-то уроки можно там поставить, но не постоянная, конечно, основа. И, скорее всего, придется согласовывать этот вопрос с преподавателем по информатике для того, чтобы проникнуть к ней в кабинет, заранее все разработать и взять какую-то часть группы туда, остальную часть группы нужно в кабинете посадить, и пусть они там сидят и занимаются самостоятельным изучением чего-либо. И придется лавировать вот так вот нам. Сказать: ты иди, Марина, покури пока куда-нибудь там, а мы у тебя в кабинете позанимаемся. И вот тут хотелось бы какую-то вот действительно программу, которая бы за нас вот уже как-то вот работала. Вот такие программы есть? А можно я отвечу на вопрос? Очень, очень коротко и быстро. Искусственный интеллект такого не делает. Да, можно я отвечу на вопрос, как я делала? Я выпросила кабинет информатики. У нас 2 часа в 7 классе. 1 урок мы проводили непосредственно в кабинете, 2 в кабинете информатики. Если вы видели мое видео, да, то обратили внимание, что дети у меня сидели по группам. У нас в кабинете информатики 12 компьютеров. И не всегда там они умещались по одному. И ребятам в 7 классе свойственно работать в группе. Один придумывает, другой ищет, смотрит и так далее. И на самом деле здесь главное, наверное, желание. И когда начинаешь
начинаешь работать и видишь, что ребятам это действительно нравится, и они прям, а когда в следующий раз мы сюда придем и позанимаемся, вот это того стоит, и договориться с учителем информатики, и выпросить ключ от кабинета, и поставить в расписание. Это важно, потому что действительно сейчас современного ребенка сложно замотивировать учиться и именно с интересом ходить на урок. Я, если можно, тоже добавлю. Вот вы, когда вернетесь в школу, значит, проникните в кабинет информатики, смените надпись на кабинет информатики и географии, и вам скажут, как так? Вы скажете, это в тренде. Вот на форуме обсуждали интеграцию. Есть у нас слово геоинформатика, можно заменить вообще. Великолепно. Геоинформатики. Я бы, коллеги, от себя добавил следующее. Ну, на самом деле, коллеги пытались как-то внести некий позитив, но на самом деле достаточно сложная, серьезная проблема. И действительно, без материальной базы двигаться никуда нельзя. Я вам могу сказать, что мы даже в вышке с этим сталкиваемся. Вот к нам приходят студенты, да, вот первокурсники. Они к нам многие поступают и, значит, внезапно обнаруживают, что у нас большой объем самостоятельной работы, да. У нас есть компьютерный класс. Он, в принципе, там есть часы, где-то, когда там занятия не проходят, когда там можно делать домашние задания, самостоятельную работу, но это ограничения определенные, да. И выясняется, что, в общем, без достаточно производительного личного ноутбука, далеко не уедешь. А он стоит не 10 тысяч рублей, прям скажем. Но есть тут как бы узкое место, по-разному наши студенты из этого выходят. И на самом деле, мне кажется, что мы здесь должны ставить вопрос о том, что вот такое вот обеспечение должно на самом деле часть стать у нормативной базы. Вот у Сергея очень правильно вот эти все документы цитировались. Они, конечно, безмерно унылым языком написаны многие, но тем не менее читать их надо. Потому что у наших коллег, физиков, химиков, биологов, да, в школьной программе есть практические работы. Если вы спросите учителей соответствующих предметов, они тоже исполнят арию на тему того, как там много проблем, как там не хватает каких-то приборов, то, что там недостаточно какая-то программа, но она есть. И никто не спорит с тем, что нельзя химию преподавать, не имея реактивов и не имея какого-то практикума, да, равные биологию и химию. Но на самом деле географию современную тоже нельзя преподавать, не имея компьютерных вот этих вот возможностей или доступа регулярного в компьютерный класс, регулярного, а не партизанского, чтобы туда не надо было прокрадываться, да, а чтобы это было каким-то всем понятным, само собой разумеющимся решением, как это, в общем, и должно быть. Чтобы у нас была возможность полевые выходы делать, вот тоже об этом говорилось на пленарном заседании, но там же на самом деле просто чудовищная регуляторика. Она такая, что вывести школьников в лес, да, или в какую-то экспедицию, это очень, сложно, просто опасно для учителя, потому что это ответственность просто на каждом шагу. Мы тоже с этим в более мягкой форме, но сталкиваемся, потому что мы полевые практики проводим, и студентов возим, несем за них ответственность, но они хотя бы почти все совершеннолетние, да, в школе-то мы имеем дело с детьми, которым еще 18 лет не исполнилось, поэтому, на мой взгляд, мы должны говорить о том, и, в общем, это прозвучало даже как-то на пленарном заседании, что вот эти моменты, они должны появиться в сначала нормативной базе. Понятно, что сначала это появится на бумаге, и все будут стонать, что на бумаге есть, а исполнять это нечем, но это уже аргумент, чтобы на следующем шаге поставить вопрос о соответствующем обеспечении, поэтому... в той степени мы не Министерство просвещения, выделить ресурсы не можем, принять нормативку не можем, но ставить вопросы в соответствующем экспертном сообществе мы, конечно, будем. Уважаемые коллеги, у нас на самом деле уже истекли 1,5 часа на нашу сессию, но, наверное, один вопрос мы можем себе еще позволить. Кто сильнее всех хочет его задать, если такие есть? Да, Ольга, будьте добры. Один вопрос, связанный с тем, кто-нибудь знает из вас программу «Дежурный по планете»? Да? Кто знает? Поднимите руку. Не так много людей, просто в этой программе там огромное количество материалов о том, как использовать космическую информацию для решения экологических задач, междисциплинарных задач. Просто все это открыто, тоже можно пользоваться. А для вас могу сказать, что можно использовать, если вы разрешаете использовать телефоны на уроках, и они есть, то там тоже можно много чего придумать, просто на Яндекс.Картах. Потому что мы много проводили смен и в Сириусе, и в разных других, просто использовали Яндекс.Карты и публичную кадастровую карту. И огромное количество для детей было открытий, начиная от того, что они увидели, что
на помойках уже продаются коттеджные участки, и они сделали фактически вывод, что надо помогать людям смотреть на карты для того, чтобы не покупать, значит, на помойках участки, ну и так далее. То есть, если будет интересно, обращайтесь, у нас огромный опыт. Я прошу прощения, что это не вопрос, но просто хочется поделиться. Спасибо. Да, хорошо, спасибо большое. Уважаемые коллеги, ну вот наша сессия в целом подходит к концу. Я, во-первых, хотел бы вас всех поблагодарить за внимание, за участие. Я знаю, что многие приехали из разных городов нашей страны. Это сейчас не всегда бывает просто, потому что авиасообщение у нас стало такое, не вполне предсказуемое. И на самом деле, мы даже из сегодняшней секции видим, что, с одной стороны, у нас просто колоссальные какие-то невероятные фантастические возможности. И действительно, вот то, что, как вот Михаил Афанасьевич Булгаков нам говорил, Магия у нас сегодня нам доступна, и действительно вот высокие технологии от нее стали почти неотличимы. Это с одной стороны. А с другой стороны, используем мы эти возможности в малой пока степени, потому что инерция мышления, и все люди заняты, загружены, и часто устали, и как-то не хватает сил выделить время и внимание на преодоление этого барьера. Это на всех уровнях так. И мы надеемся, что наша сегодняшняя сессия отчасти способствовала преодолению этого барьера. Мы собирали ее с нашими коллегами, с нашими партнерами. И мне кажется, очень важно то, что к нам сегодня пришли представители и госкорпораций и технологических компаний, и они действительно готовы делиться данными, делиться знаниями, проводить какие-то обучающие мероприятия, вкладываться в это. Это очень важно, и на самом деле мы во многом и миссию своего факультета видим в том, чтобы этим ресурсом, знанием делиться, чтобы не просто мы сидели в башне слоновой кости, пользовались тем, что к нам в сильнейший, мощнейший университет приходят лучшие абитуриенты и наслаждались этим. Мы свою миссию видим в том, чтобы действительно те возможности, которые у нас есть, максимально шерить, максимально делить и через мероприятия, и через обучение, и через те материалы, которые мы готовим, и через наших студентов, которые выходят с наших образовательных программ и идут работать и в практику. И я знаю, что у нас и в школы небольшой, но есть некоторый ручеек. И действительно студенты являются такими евангелистами, апостолами, которые эти знания могут распространять. Ну а наша задача в том, чтобы мы действительно мотивировали наших школьников к изучению географии в первую очередь, а уж потом к выбору ее как профессии. Спасибо вам большое. Надеюсь, это наша не последняя встреча, и на других мероприятиях мы тоже с вами будем пересекаться. Приглашаю вас к участию в наших активностях. Спасибо большое.